Знаете это чувство, когда вы с февраля холите и лелеете рассаду, ставите ей классическую музыку, целуете в каждый листик, а в августе приходит она. Фитофтора – это не просто грибок, это настоящий огородный ОМОН, который за пару сырых дней превращает ваши роскошные грядки в декорации к фильму ужасов, уничтожая подчистую 100% урожая. Чернеет все – листья, стебли и сами помидоры, которые вы уже мысленно катали по банкам. И ладно бы новички, но ведь даже бывалые дачники с 40-летним стажем ежегодно наступают на эти грабли и плачут над черными кустами. Давайте разберемся, как победить эту заразу и спасти наши томаты. Итак, врага нужно знать в лицо, даже если это лицо – микроскопическая плесень. Наш антигерой – Оомицет Phytophthora infestans. Это не совсем гриб, а вредоносный псевдогриб, который эволюционировал специально для того, чтобы портить нам жизнь. В первую очередь он обожает посленовые – томаты, баклажаны, перцы и, конечно, картофель. Почему томаты и картошка страдают чаще всего? Потому что они – лучшие друзья-соседи. Картофель просыпается раньше, фитофтора стартует на его ботве, а как только дунет ветер, споры десантируются на соседские помидоры. Настоящий семейный подряд по уничтожению урожая. Распространяются эти споры со скоростью сплетен в дачном чате, ветром, каплями дождя и даже на ваших любимых грязных калошах. Достаточно одной капли воды на листе, чтобы спора ожила, пустила корни внутрь растения и начала его пожирать. Как обнаружить врага на передовой, пока он не сожрал весь окоп? Главное, не пропустить первые симптомы, ведь фитофтора развивается быстрее, чем растет курс доллара. Все начинается с листьев. На них появляются серо-бурые, будто грязные пятна. Если перевернуть лист ранним утром, во время росы, вы увидите нежный белый налет на границе здоровой и больной ткани. Это споры вышли на охоту. Дальше зараза перекидывается на стебли. На них проступают жуткие темные полосы и перетяжки. Это означает, что гриб перекрыл сосуды растения. Куст блокирован, питание не идет и помидор начинает медленно умирать стоя. Ну а финальный аккорд – поражение самих плодов. На них появляются твердые бурые подкожные пятна, которые за пару дней превращают аппетитный томат в склизкую жижу. Огородники-паникеры часто путают фитофтору с другими болячками. Запоминайте отличия. Если у вас чернеют строго донышки помидоров, а сам куст зеленый и бодрый – это вершинная гниль. Она вообще не инфекция, а просто крик томата о том, что ему не хватает кальция или вы забыли его полить. А если на листьях появились аккуратные желтые пятна, которые с обратной стороны покрываются бархатным оливково-бурым налетом, это кладоспориоз. Он неприятный, но не убьет ваш урожай за 3 дня, в отличие от нашей сегодняшней черной королевы. Хорошо, врага в лицо мы теперь знаем. Но как этот диверсант вообще проникает на наши грядки? Давайте заглянем в его карту идеальных условий. Откуда же берется эта напасть? Фитофтора не прилетает из космоса. Ее споры всегда живут в почве и ждут идеального момента. А идеальные условия для нее – это когда на даче начинается сезон дождей и туманов. Как только дневная жара сменяется холодными ночами, выпадает обильная утренняя роса, а температура падает до 15-20 градусов, грибок запускает свой репродуктивный конвейер. Ему нужна влага. Если лист остается мокрым дольше 4 часов, считайте, вы открыли для болезни парадную дверь. В открытом грунте катализатором становятся затяжные дожди, а в теплице огородники часто сами устраивают в фитофторе настоящий спа-курорт. Если ваши помидоры посажены так густо, что сквозь них не пролетит даже комар, а вентиляция отсутствует, внутри образуется застойный влажный воздух. Конденсат капает с крыши прямо на макушке, ветер не гуляет, влага не испаряется. В такой бане одна спора способна за пару дней заразить весь парник. Давайте честно, часто мы сами подрабатываем у фитофторы личными ассистентами. Главный грех – вечерний полив по листьям из шланга. Устроить томатам холодный душ на ночь глядя – это все равно, что выдать спорам грибка бесплатный билет в аквапарк. Листва уходит холодную ночь мокрой, а утром вы получаете черные пятна. Вторая ошибка – азотные перекормы во второй половине лета. Если в июле-августе продолжать поливать кусты навозной жижей, томаты начинают безудержно жировать. Стебли толстые, листья лопухами, но ткань у них рыхлая и нежная. Для фитофторы это как мягкий стейк для голодного человека. И, конечно, подводит наше авось. Огородники часто игнорируют профилактику, надеясь на чудо, а когда куст засыхает, начинают жалеть и неделями тянут с удалением больных листьев. Запомните,
Один зараженный лист, оставленный на кусте из жалости, за пару дней отправит на тот свет всю грядку. Ладно, посыпать голову пеплом и ругать себя за прошлые ошибки не будем. Раз уж мы поняли, как делать не надо, давайте перейдем к тактике защиты. И начнем с самой основы, с правильной геометрии ваших грядок. Как построить надежную оборону против фитофторы еще на этапе планирования грядок? Наша главная задача – сделать так, чтобы кусты проветривались со всех сторон, а влага на них не задерживалась. Первое правило – соблюдаем дистанцию. Забудьте про посадку в тесноте, да не в обиде. Между детерминантными, то есть низкорослыми кустами, оставляйте минимум от 40 до 50 см, а между высокорослыми индетами не менее 60 см. Между рядами закладывайте добрый метр. Да, кустов поместится меньше, но здорового урожая вы соберете в 2 раза больше. Второе. Обязательная подвязка. Листья томатов категорически не должны лежать на земле. Земля – это постоянная сырость и главный склад дремлющих спор фитофторы. Как только лист касается влажного грунта, он становится мостиком, по которому болезнь заходит на растение. Третий шаг – безжалостное формирование и посынкование. Томатный куст не должен превращаться в непролазные джунгли Амазонки. Введите крупноплодные сорта в 1 или максимум 2 стебля, а все лишние пасынки удаляйте раз в неделю, пока они не переросли. Меньше лишней ботвы, лучше циркуляция воздуха. И, наконец, анатомическая стрижка, а именно правильное удаление нижних листьев. По мере роста куста и завязывания первой кисти начинайте постепенно срезать нижние листья. К моменту, когда помидоры на первой ветке нальются, стебель снизу на высоту 30 см должен быть абсолютно голым. Эти голые ноги обеспечат идеальный сквозняк у земли, и фитофтора просто не сможет зацепиться за нижний ярус. Правильный полив – это половина успеха в борьбе с фитофторой. Запомните золотое правило – поливать томаты нужно строго в утренние часы. За день земля успеет впитать влагу, а лишняя сырость испарится до ночного похолодания. Вечерний полив – это путевка в жизнь для грибка, ведь мокрая почва уйдет в холодную ночь. Частота полива зависит от погоды. В жару томатам нужен обильный полив 2-3 раза в неделю, чтобы промочить корень на глубину до 30 см. В пасмурную и сырую погоду поливы сокращают до минимума или прекращают вовсе. Помидоры лучше переносят легкую засуху, чем постоянное болото. И самое главное, поливаем только под корень. Можно в специальные лунки или через капельную систему. Мочить листья категорически запрещено. Капли воды на листве работают как персональный лифт для спор фитофторы. Спора падает на каплю, прорастает за несколько часов, и куст заражен. Сухой лист – здоровый томат. Мульчирование – это не просто дань огородной моде, а создание настоящей брони для грядок. Лучшие материалы для этого – сено, солома или подсушенная скошенная трава. Особенно ценно зрелое сено. В нем живет сенная палочка, главный природный киллер фитофторы, который с удовольствием пожирает вредоносный грибок. Как это работает? Почва – это главный бункер, где споры фитофторы зимуют и ждут своего часа. Когда вы поливаете томаты или идет дождь, капли бьются о землю и рикошетом отлетают на нижние листья вместе с грязью и спорами. Толстый слой мульчи работает как глушитель. Он полностью блокирует этот грязный фонтан. Но и тут можно накосячить. Типичная ошибка – навалить свежую сочную зеленую траву прямо из газонокосилки плотным слоем вплотную к стеблю томата. Трава начнет преть, гореть и гнить. Вместо защиты вы получите горячий компресс, который намертво погубит корневую шейку. Мульча должна быть подсушенной, а от стебля нужно всегда отступать пару сантиметров. Ну а теперь включаем режим скептика. Открываем любой дачный чат, и что мы там видим? Правильно, парад народной магии. Давайте снимем белые халаты и разберемся, работает ли бабушкина аптечка против реального агрессора. Начнем с абсолютного хита – молоко или сыворотка с йодом. Смысл тут есть, но не такой магический, как пишут в интернете. Молочный белок при высыхании создает на листе тончайшую защитную пленку, которая мешает спорам прорасти, а йод работает как легкий антисептик. Это неплохая профилактика в начале лета, но есть огромный минус. Этот щит смывается первым же хорошим дождем или утренней росой. Против реальной эпидемии молоко бессильно. Следующий кандидат – чесночный настой. В чесноке много фитонцидов, которые действительно подавляют грибки. Да, если опрыскать кусты ядреным чесночным раствором, спорам фитофторы станет некомфортно.
Но опять же, эффект кратковременный, а готовить эту ароматную смесь каждые 3 дня – сомнительное удовольствие. А что с зольным раствором? Сама по себе зола фитофтору не убивает, но она работает как шикарное калийно-фосфорное удобрение, которое укрепляет иммунитет томатов, делая кожицу листьев грубее. А чем грубее лист, тем сложнее грибку его прокусить. К тому же зола слегка защелачивает поверхность листа, а фитофтора любит кислую среду. Главный вердикт. Все народные методы – это легкие барьеры. Они работают исключительно до начала затяжных дождей и холодных ночей. Если фитофтора уже зашла на куст и на листьях появились бурые пятна, поливать помидоры молоком или сыпать золой так же бесполезно, как лечить аппендицит подорожником. Время народной магии закончилось. Пора переходить к серьезным средствам. Биопрепараты – это наше умное экооружие, живые бактерии и грибы, которые выходят на тропу войны вместо жесткой химии. Главные звезды тут – фитоспорин на основе сенной палочки и триходермин на основе прожорливого гриба триходермы. Они буквально съедают фитофтору на обед. +1, но огромный. Это полностью безопасно. Опрыскали томаты, помыли водой, и можно сразу кормить детей прямо с куста. Но есть и минусы. Эти полезные микробы – ребята теплолюбивые и капризные. Начинать обработки нужно уже в июне, ведь работают они только при температуре выше 15 градусов. Если на улице похолодало до +10, ваши защитники просто впадают в спячку, оставляя помидоры беззащитными перед фитофторой. Почему важно не опаздывать? Биопрепараты – это щит, а не меч. Они должны заселить листья и почву до того, как туда прилетит враг. Если кусты уже почернели, брызгать фитоспорином поздно. Это все равно, что пытаться вызвать полицию, когда грабители уже упаковали ваш телевизор и пьют чай на вашей кухне. Профилактика и регулярность каждые 10 дней – вот их главный секрет. Вы знаете, что я всегда против жесткой химии на участке и до последнего топлю за экологичные методы. Но бывают ситуации, когда боржоми пить поздно и приходится вызывать реанимацию. Если на дворе август, 3 дня льют холодные дожди, а на листьях поползли те самые зловещие бурые пятна, биопрепараты уже не справятся. Тут нужна тяжелая артиллерия в виде химических фунгицидов, иначе через неделю вы останетесь вообще без помидоров. Главное правило при работе с химией – строгая безопасность. Никаких шорт и сланцев. Надеваем респиратор, очки, закрытую одежду и перчатки. Опрыскиваем кусты рано утром или вечером в абсолютно безветренную погоду. И самое критичное – соблюдайте сроки ожидания. У каждого серьезного препарата, будь то Редомил Голд, Квадрис или Ордон, в инструкции четко прописан срок ожидания. Это количество дней от обработки до момента, когда помидор можно сорвать и съесть. Обычно это от 14 до 21 дня. Нарушать это правило категорически нельзя. Мы ведь хотим вырастить полезный урожай, а не таблицу Менделеева на тарелке. Если фитофтора все-таки прорвала оборону и зашла в огород, выключаем панику и включаем режим хладнокровного хирурга. Первым делом берем секатор и безжалостно срезаем все пораженные листья, стебли и пятнистые плоды. Никакой жалости в стиле «ну тут же только с краюшка потемнело». И, боже вас упаси, бросить эту ботву в компост. Так вы построите для грибка 5-звездочный отель на зиму. Только тотальное сожжение или утилизация в закрытых пакетах за пределы участка. После стрижки объявляем военное положение и проводим экстренную обработку кустов. Если до сбора урожая еще далеко, пускаем в ход системные фунгициды, которые проникают внутрь растения и убивают грибок изнутри. Если помидоры уже спеют, берем медсодержащие препараты или ударные дозы биоцидов. Чтобы остановить лавину и спасти соседние, еще здоровые кусты, полностью прекращаем любой полив и до упора открываем все окна и двери в теплице. У уцелевших растений убираем вообще всю нижнюю листву до самых кистей. Устраиваем жесткий спасительный сквозняк. Фитофтора терпеть не может, когда ей сдувает прическу и сушит споры. Если кусты почернели, это не значит, что пора выбрасывать белый флаг. Плоды еще можно отбить у болезни. Внимательно осматриваем помидоры. Все, на которых уже красуются бурые вмятины и пятна, безжалостно выкидываем. Спасти их не получится, внутри они уже гниют. А вот абсолютно чистые, гладкие, зеленые или бланжевые томаты зараженных кустов – наши главные кандидаты на спасение. Если синоптики обещают затяжные холодные дожди, а фитофтора уже вовсю гуляет по соседним огородам, не ждите чуда. Лучше снять весь урожай зеленым заранее. Пусть они дозревают в ящиках, зато останутся целыми. Просто снять плоды мало, на их кожице точно есть невидимые споры, из-за которых они сгниют через пару дней.
Проводим термическую дезинфекцию. Купаем собранные томаты в горячей воде температурой от 50 до 60 градусов ровно 2 минуты. Грибок погибнет, а помидор не сварится. После этого насухо вытираем каждый плод, раскладываем в один слой в теплом темном месте, подкладываем к ним один спелый томат или банан для выделения этилена и ждем дружного дозревания. Многие думают, что покупка теплицы – это автоматическая покупка абонемента в рай без фитофторы. Спешу вас разочаровать. Без правильного ухода теплица превращается в идеальный инкубатор для грибка. Внутри поликарбонатного домика создаются такие шикарные тропики, что споры фитофторы готовы аплодировать вам стоя. Главный враг здесь – конденсат. Каждое утро на крыше теплицы собираются капли воды, которые начинают капать прямо на макушки и листья томатов. Для грибка это как регулярный душ в отеле, все включено. Вашим главным оружием против этого безобразия должен стать тотальный сквозняк. С июня двери и форточки в теплице должны быть открыты настежь 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, даже если ночью по ощущениям прохладно. Помидоры простуды не боятся, они обожают, когда ветер гуляет по их ногам. Сквозняк моментально высушивает лишнюю влагу и сбивает влажность воздуха. Запомните, лучше пусть томатам будет немного свежо, чем они заживо сгниют в душной бане. Когда битва за урожай окончена, расслабляться рано. Осень – время зачистки территории, чтобы в следующем году не наступить на те же грабли. Первым делом проводим тотальную депортацию. Вырываем всю ботву посленовых с корнем. Никакого компоста, если не хотите развести там филиал фитофторного ада. Ботву только в костер или в мешки и на свалку. Затем устраиваем генеральную уборку в теплице. Смываем со стен всю грязь и споры раствором белизны или дегтярного мыла, а для верности можно сжечь табачную или серную шашку. Главное, вовремя выбежать из парника, мы ведь планируем дожить до следующего сезона. Почву тоже нужно подлечить. Проливаем грядки медным купоросом или заселяем туда прожорливую триходерму, которая за зиму доест остатки патогенов. И, конечно, соблюдаем севооборот. Сажать томаты на то же место или после картошки – это как оставлять грабителям ключи под ковриком. На месте бывших помидоров в следующем году должны расти сидираты, лук, чеснок или бобовые. Пусть земля отдохнет от этого посленового триллера. Давайте снимем розовые очки. Томатов со 100% иммунитетом к фитофторе в природе не существует. Если на пачке семян написано «абсолютно устойчив», это чистой воды маркетинг. Рано или поздно заболеет любой куст, если устроить ему болото. Однако есть сорта, которые умеют держать удар. В первую очередь это ультраскороспелые гибриды и сорта, например, «Взрыв», «Санька», «Бета». Их фишка в том, что они успевают дружно отдать весь урожай до августа, то есть до того, как придут холодные ночи и фитофтора выйдет на охоту. Они просто убегают от болезни. Также хорошую генетическую сопротивляемость показывают многие современные гибриды первого поколения F1, такие как Благовест, Интуиция или Евпатор. У них более плотная кожица листьев и сильный врожденный иммунитет, который позволяет им продержаться на пару недель дольше обычных сортов. Итак, подводим итоги нашей большой томатной спасательной операции. Чтобы вся информация разложилась по полочкам, давайте зафиксируем топ-10 золотых правил защиты от фитофторы. Можете сделать скриншот экрана. Не загущайте посадки. Дайте томатам личное пространство, чтобы кусты свободно дышали. Поливайте только под корень и строго утром. Никакого вечернего душа из шланга по листьям. Постоянно проветривайте теплицу. Устройте томатам вечный сквозняк. Форточки и двери настежь на все лето. Вовремя удаляйте нижние листья. Помните про правило голых ног куста до первой кисти. Использовать защитную мульчу. Сено или солома заблокируют спорам выход из почвы на волю. Следите за изменениями погоды. Похолодало и пошли дожди? Включаем режим повышенной готовности. Проводите профилактику заранее. Заселяйте сенную палочку и триходерму до того, как прилетит враг. Не перекармливайте растения азотом. Лопухи вместо помидоров – это легкая добыча для грибка. Быстро удаляйте любые больные части куста. Нашли подозрительный лист – сразу режьте и сжигайте. Соблюдайте правила севооборота. Никогда не сажайте томаты на то же место и после картофеля.
Фитофтора. Врав действительно опасный, хитрый и беспощадный. Но, как видите, это вовсе не приговор вашему огороду, а лишь строгий маркер наших с вами ошибок в уходе. Ее можно и нужно держать под полным контролем. Большинство проблем и почерневших грядок возникают не из-за плохой погоды, а из-за банального отсутствия регулярной профилактики. Поверьте моему опыту, намного проще один раз в неделю уделить 15 минут легким защитным мерам, чем потом в панике пытаться спасти погибающий урожай. Заботьтесь о своих томатах правильно, и они обязательно отблагодарят вас полными ведрами спелых, сладких и здоровых плодов. Напишите в комментариях, как вы боретесь с фитофторой и какое средство вас никогда не подводило. Не забывайте подписываться на канал «Умный огород», ставить лайк этому видео и делиться им с соседями по даче. Желаю вам здоровых кустов и отличного урожая. До новых встреч!